Всем доброго времени суток. На улице у нас морозный денек. С утра было 41 градус. А мы сегодня будем готовить домашние рыбные консервы. Из такого вот судачка, царскую рыбку я называю, из такой вот щуки. Вот общее количество рыбы. Судачок, конечно, маленечко большеватый. Ну куда денешься, какого добыли, такого будем приготавливать. Будем мы готовить домашние рыбные консервы из речной рыбы, точнее судак и щука, в автоклаве. Как, что дальше будем делать, обязательно буду показывать. Но я вам, конечно, не показал тот процесс, когда я ее чистил. Вот, как видите, она уже очищенная рыбка. Сейчас мы будем отрезать головы, плавнички и хвост, ну и потрошить ее соответственно. Обмоем ее и приступим к следующему этапу работы. Ну все, приступаем. Я вам, конечно же, все показывать не буду. Просто на примере одной рыбки покажу, как я это все делаю. Чуть не упала. Берем, спарываем ей брюшко. Вспороли, елки-палки. Посмотрите, что здесь у нас мы видим. Это вообще глаз не оторвать. Просто глаз не оторвать. Сюда кишочки мы будем складывать. На такую красоту прям не знаю. У меня нет слов просто. Будем складывать тоже в отдельно посуду. И, конечно же, посмотрим, какое ее количество будет. Мы ее приготовим. Так. Отрезаем ей голову. Голову большие выкидывать, соответственно, не буду. Сделаем из них мы уху потом. Берем вот такие ножнички и срезаем плавнички все. Что-то я здесь раскидался. Так, это еще мыться, конечно же, будет, безусловно. И доводим ее до такого вот состояния. Складывать мы ее будем вот сюда вот. Ну и аналогичным способом делаем все с остальной рыбой. Все, приступаем.
Итак, потрошили мы рыбку всю, обрезали плавнички, хвосты, голову, помыли ее уже. Вот сколько у нас икры с данной рыбки получилось. Мы ее обязательно потом пожарим. И вот сколько элитных голов получилось. Больших. Маленькие я выбрасывал. Курочкам варить будем. А с этих тоже сварим ушицу попозже. Но дело сейчас не об этом. Убираем мы сейчас головы и икру. И приступаем к нарезке рыбы. Сейчас вам покажу, как я это делаю. Берем мы, значит, рыбину любую. Берем нож. Самое главное, хоть она вот такая вот большая, хоть она вот такая вот маленькая, самое главное, надо будет разрезать на равную высоту рыбки. Чуть попозже я вам покажу, почему. Так надо делать. И нарезаем. До самого хвостика. И складываем в одну емкость. Ну и все, я думаю, вам процесс понятен. Продолжаем в таком же духе полностью всю рыбку. Итак, получился вот такой вот тазик рыбки, нарезанных кусочков судака и щуки. Кусочки, как видите, разные. И маленькие, и большие. Сейчас убираем рабочее место и готовимся к следующему этапу работы. Ну все, вперед. Итак, приступаем к следующему этапу работы. Для этого нам понадобится вот такие вот 12 баночек. У меня автоклав небольшой, на 17 литров. Называется «Домашний погребок». Покупал я его в 2015 году в городе Челябинске. В него входит либо 8 баночек вот таких вот 0,7, либо 12 баночек 0,5, либо 6 баночек литровых. Ну или вот так вот чередуем мы их. Сейчас мы, значит, в каждую баночку 0,5, которая, ложим, кладем ли по 3 горошины перца горошком. По 3 штуки ровно в каждую баночку. Некоторые делают между этими кусочками, когда наложат, вкладывают. Но я как-то так привык делать на протяжении 5 лет. Пока никто не жаловался. Кого угощал, где ели. Так, а в 0,7 по 2. Наложим полбаночки и положим еще по 2 штуки. Затем берем лавровый лист. Небольшие листочки. И вкладываем по одному. Если он, допустим, вот такой вот большой, напополам его ломаем. И вот одна, вторая. А если вот такой вот нормальный, средненький, вот, то одну. И ложим так в каждую баночку. Соответственно, в 0,7 мы кладем небольшенькие, так как их будет парочку. Можно вот это поломать. Ну и все. А теперь мы приступаем.
откладываем пока. Они нам не нужны уже сегодня. Может быть, нужны будут. Приступаем. Рыбку раскладываем. Многие просто берут и пихают туда. Сколько нужно, столько и напихали. Ну, я, как говорится, так не привык. Я аккуратненько все укладываю. И вот, видите, допустим, вот здесь вот место есть. Вот оно, да? Вот это вот место. Я беру кусочек поменьше и кладу его туда. Вот положил, беру и вилочкой поправляю. Тем самым экономим место. Ну и так продолжаем все баночки накладывать. Сейчас одну для примера наложим. Накладем. Так. Здесь, конечно, надо будет нам еще этот. Может быть, дощечка понадобится, а может быть и не понадобится. Где-то что-то подрезать нам надо будет. Снова большой кусочек берем. Оп. И поменьше. То, что будет мешаться там щука, судак, ничего страшного. Она вся хищная рыба. Вся рыба обалденная. Я из нее вообще обожаю делать консервы. Прям не как-нибудь, а вообще. Рыбу ни в коем случае не утрамбовываем. Этого делать не надо. Вот я, как уже говорил, понадобилась дощечка. Берем дощечку, так как видите, она вроде бы и полная, и не полная. И полная? Вот, мы разрежем сейчас большой кусочек напополам и просто доложим. Папа. К примеру, вот этот. Все, у нас считается, она у нас полная. Вот, видите? А все полная. Ну и все, и продолжаем в таком же духе накладывать все баночки. Итак, заполнили мы данные баночки рыбкой. Как видите, осталось еще практически, можно сказать, настолько же. Но ничего страшного, мы сейчас еще банки одни подготовим, сложим их, рыбку в баночки, и до завтра. То, что вариться еще долго будет. А завтра эту вытащим, приготовленную, а новую партию сделаем. И все. Сейчас мы приступаем к следующему этапу работы. Это соление и масло добавляем растительное. Ну и все. Смотрите, как я это делаю. Итак, сейчас мы будем данные консервы солить. Солю я как? Не подумайте, что я отношусь к этому очень скрупулезно. Ну просто как-то привык все делать как в аптеке. Написано в книжке, что 7 грамм. Значит 7 грамм. Я отмеряю и каждую баночку отдельно и засыпаю соль.
В общем, вот так вот. На 0,5 я делаю 7 грамм соли. На 0,7 я делаю 10 грамм соли. Делаю я следующим образом. Вывешали, как видите, мы их. Так. 5 грамм и 2 грамма. 7 грамм. Берем ложечку и начинаем помаленечку сыпать. На глаз просто терпеть не могу делать. Так, примерно ровно. Ну так, более-менее там. Все, берем баночку и высыпаем. И так мы делаем с каждой баночкой. Заново 7 грамм. Примерно нормально. Берем следующую баночку и также высыпаем. Ну и все, продолжаем в таком же духе. Итак, всю мою рыбку посолили, все консервы. Еще раз напоминаю, 0,5 банки 7 грамм, 0,7 банки 10 грамм. Если она, конечно, недолго будет храниться, допустим, вы ее сделали в течение 2 недель, допустим, приговорили, то есть съели, можно будет тогда здесь 8 грамм на 0,7, а на 0,5 5 грамм соли. Но так как она у меня храниться будет чуть дольше, мы делаем так. Она и не соленая получается, вполне нормальная. С картошечкой, там, под водочку. И, в общем, ништяк идет. Ну и все. Сейчас приступаем к следующему этапу работы. Это в каждую консерву, в каждую баночку нам необходимо налить масло в количестве 15-20 грамм на 0,5, ну и 25-30 грамм на 0,7. Ну, чем больше, тем лучше, там на 5 миллиграмм. Как говорится, кашу маслом не испортишь, так и в рыбе также. Ну все, приступаем к работе. Для этого нам понадобятся вот такие вот электронные весы. Так, на граммах ставим рюмочку. Она у нас получается 66 грамм. Обнуляем. Нолик снова. Убираем рюмочку. У нас получается минус 66 грамм. Берем масло селяночка. Вот такое вот. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, выморожено высший сорт. Ну и все, и наливаем 15-20 грамм. Аккуратненько. Так, надо же, чтобы и видно было. Вот. В рюмочку наливаем. Так, вот 15, ну давайте 20. 18 грамм получилось. 17. Вот, видите? Нет, 15. С тем учетом, что на стенках у нас еще останется, когда мы выливать будем. И все, и в каждую баночку мы это маслице выливаем. Подходим мы сейчас к самому завершающему этапу. Это закручивание
под крышки. Я их закатываю. Когда жил с родителями, мы эту консерву очень любили делать. Но настолько муторно все было. Сюда я 25 миллилитров 0,7 лью. Настолько все это муторно было делать. Особенно стерилизовать банки. А сейчас, вот допустим, у меня автоклав. Домашний погребок называется, как я уже сказал. Он стерилизатор. На нем также можно еще готовить, перегонять самогон. Но я этим пока не практикую. Владимира Семеновича хватает для личных нужд гнать. Ну и все. Налили мы везде масло. Сейчас приступаем к закатыванию данных баночек под крышки. Крышки у меня вот такие вот. Сузунские. Что летом соберешь, что зимой на столе найдешь. Но мы наоборот. Готовим сани летом, а телегу зимой. Бывает и по лету, конечно, готовим, консервируем. Ну, по лету рыбки такой не было, а я из другой не хочу практически делать. Мне он до того судак-щука нравится. Вообще. Балдею от него. Ну все. Переходим к следующему этапу работы. Для этого мы берем вот такую вот небольшенькую кастрюлечку. Отсчитываем мы 12 баночек, ой, крышечек. 12. Я всегда на 1-2 крышечки больше стерилизую. 13 так, как чертова дюжина. Так что 14. Заливаем водой данные крышки, ну, чтобы скрылись. И ставим на огонь. Как только вода закипит, ровно минута, и мы их убираем. После чего начинаем закручивать. Все, приступаем. Итак, вода у нас практически, крышечка закипели. Сейчас выжидаем время и все. Закатываю я данные крышки вот такой вот машинкой. Сюда она вот заходит и пошла закатывать аккуратненько. Была у меня обжимка. Была у меня до этого, ну там регулировать надо. Как-то не понравилось мне. Вот это вот самый оптимальный вариант. Оно уже многие-многие годы у меня. Да сколько многие? Сколько, как приобрел я автоклав, так оно у меня и находится. Вот они, наши крышечки. Ставим сюда. Ну и все, приступаем к закатке данных банок. Верхние можно и так взять. Ставлю их на полотенец, чтобы не соскользнули. То что какую-никакую, а силу надо. Может соскользнуть. Прилагать силу, я имею в виду. Так, дошел я до конца. 3 контрольных. 1, 2 и 3. И обратно в противоположную сторону раскручиваю. Так, затем проверяю баночку вот так вот, крышечку с баночкой, чтобы она, самое главное, не шевелилась. Если она будет шевелиться, то все, сразу же можно убирать ее и новую крышку сюда. Ну все. Продолжаем дальше. В данном случае крышка все нормально держится с банкой. Стерилизация готова. Берем следующую. Ну и все, и продолжаем дальше. И снова проверяем. Все нормально.
пока идет. Радоваться еще, конечно, рано. Как все, закрутим, закатаем нормально. Тогда будем радоваться. Радоваться вообще надо, когда с автоклава достанем этот, уже готовый продукт. Я раз гречку так делал с мясом, пробовал. У меня из 12 банок, 2 банки только не взорвалось, а остальные взорвались. А взорвались из-за чего? По инструкции, я отклонился от нее, от этой инструкции. Написано ложка 1,5 гречки всего лишь. Думаю, кого это 1,5 ложка? Ни о чем. То же самое нормально. Ни о чем. Но я решил 2 ложки. Думаю, пойдет. Думаю, она, конечно, разбухнет, но таких же размеров. Ну и все, во время стерилизации слышу только бук, бук. Крышки попосрывала. Че, у меня 2 банки оставалось целых. И 2 банки у меня вообще прям лопнуты. А остальными крышки просто посрывала. В общем, как-то так произошло. А всего лишь навсего из-за чего это произошло? Ушел от инструкции. Надо все делать по инструкции. Сказано, сделано. Итак, закатали мы все банки, 2 лишние крышки не пригодились, получилась вот такая вот красота, видите, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 яруса. Ну и все, сейчас мы будем данные банки устанавливать в наш автоклав. Автоклав у меня выглядит следующим образом. Вот он такой вот выполнен. Из пищевой нержавеечки. Вот. Вот так вот устанавливаются на него кассеты. У кассета здесь вот одна стационарная. У новых автоклавов полностью вот этот вот прижим весь с резьбой. А здесь вот видите только докуда. Ну и все. Начинаем мы устанавливать баночки. Сначала с больших объемов. Все, устанавливаем следующую кассету. Вот так вот. Следующую устанавливаем баночки. Следующую кассету берем. Я стараюсь, чтобы банка над банкой была. Но это вроде бы как ничего страшного. Так, и третью кассету берем. Но в данном случае мы их не затягиваем, так как они здесь тителька в тительку проходят. Просто наживуливаем и все. Для возможности, чтобы просто их взять. То, что они сами себя пододвинут, где кому надо, там и пройдут. Так, берем вот это вот все дело. И опускаем в автоклав. Опустили. Здесь уже на месте закручиваем не с помощью никакого газового ключа там. Видно? Не с помощью никакого газового ключа, ни плоскогубцев, никаких других либо инструментов. Просто от руки и все, достаточно. И теперь наливаем воды. Воды мы наливаем, ну вообще в инструкции указано сантиметр, чтобы скрылась вот эта вот
верхняя кассета. Но я всегда наливаю, вот это вот барашек скрылся, и все. Я останавливаюсь. Ну и все, наливаем водички. Налили мы вот водички, как я вам уже, вот, если ее не видать, вот как раз барашек как скрылся, и все. Налил я сюда воды из титана, она может градусов 60, где-то вот так вот. Так как в инструкции тоже прочитал, пишут 15-20 минут готовится рыба. Там 25-30 минут готовится мясо. Думаю, у кого здесь 25 минут и все, и готова тушенка или консерва. Ну так, чтобы эти 15-20 минут они готовились, она готовится при температуре 110 и, по-моему, 115 градусов. Ну, чтобы довести вот этот чан до этой температуры, пройдет еще 4 часа. Поэтому вот такие дела. Устанавливаем вот такую вот крышку. На этой крышке у нас расположено что? Я специально вот дренчер убрал вот этот вот. Вот он сквозной. Это давление спускать. Вот он, видите, ходит. Далее температура. Сейчас температура должна полезть, по идее. Да, она вон помаленечку начинает лезть. Вот, температура. Вот она должна дойти до 110-115 градусов. Готовится при которой будет. Вот. Далее здесь манометр. Давление смотреть. Там давление тоже что-то должно не превышать очко, что ли. Но я уже не помню. В этом году первый раз готовлю. Вот. Ну и здесь вот это под самогонный аппарат. Но я это еще ничего не делаю. Ну и все, устанавливаем сейчас. Слегонца закрутили. И все, сильно здесь закручивать не надо. Самое главное, чтобы воздух не проходил. И все, теперь вот эту всю бадью устанавливаем на газ. В данном случае, как я. Вот, загружали было 25, сейчас уже подходит к 30. Вот. Данный автоклав можно приготавливать как на газу, так на электроплите. Ну и также, допустим, можно даже до кипения довести, чтобы быстрее было там или как, с целях экономии газа и электричества, у кого есть домашняя отопительная печь. Ну и все. Устанавливаем на газ и ждем, пока температура не достигнет 110-115 градусов. Вот здесь вот. Ну все, приступаем. Установили мы на газ, на самую большую комфорку. Ну и все, теперь ждем, как температура поднимется, как я уже сказал, до 110 градусов. Там будем уже... Расскажу вам, в общем, что делать дальше. Время у нас 57 минут. 6 часов, в общем. Прошло у нас чуть более часа. Автоклав также закипает. Температура у нас уже 102. Через считанное время мы начнем стерилизовать. За это время мы успели наполнить 4 литровки полностью. Ну и здесь где-то примерно 0,7. И в общей сложности у нас получилось 1 с лишним литров консерв. Дай бог получится, еще надо сварить. То случаи всякие бывают. То банка подведет, то еще что-либо. Хочу переходить на степ крышки. Не под закатку, а под степ. Вроде как они получше, а эти все равно как-то не так. Бывает сейчас банки, что покупаешь, у них отливы неизвестно какие. Ну вот давайте посмотрим. Вот 9-й пункт. Руководство по эксплуатации. Продолжительность стерилизации продуктов в автоклаве при температуре 108-103 градуса. Мясо 25-30 минут. Птица 20-25. Ну и рыба вот 15-20. Мы будем 15-20 минут стерилизовать. Ну то есть 20 минут. 100%. Как видите, начинали уже солнышко светило. А сейчас уже на улице темно. Но все равно сегодня день прожит не зря. Нам никто не говорил, что будет легко. Как потопаем, так и полопаем. Данные банки мы сейчас уберем в холодильник. Закатывать не будем. Накроем вот так вот крышечками. И поставим в холодильник до завтрашнего дня. Закатывать мы не будем. Закатаем непосредственно
перед приготовлением, перед стерилизацией. Взвешивал я также на этих весах соль и на этих весах масло растительное. Соответственно, получилось сюда 14 грамм соли на литровую банку, 6 горошинок перчика и по 2 лавровых листа. Ну, сюда я сделал вот эту баночку неполную, как 0,7 зарядил. 10 граммов соли и что получается? 30 грамм этого, не 30, 25 миллилитров масла. Масло я сюда залил 35 миллилитров. Грубо говоря, почти вот эту рюмочку. Ну все, ждем приготовления. Вот, как видите, работает избыточный клапан. Температура у нас 110. Время 23 минуты. Ну, грубо говоря, 25. Вот 20 минут мы сейчас будем стерилизовать продукты наши. Сейчас можно убавить газ. Во время стерилизации продуктов также еще необходимо смотреть за давлением. Оно должно быть от 0,6 до единички. В данном случае у нас 0,8. Вам не видать? Шкафчик мешает. Ну все, так вот, продолжает стерилизоваться. Ну вот и все. 45 минут. Наша стерилизация закончилась. 110 градусов. Просто берем, отключаем газ и все. И теперь он самовольно должен остыть до 40-50 градусов температуры. Ни в коем случае вот это спускное отверстие не нужно трогать. Не спускать давление. Сейчас он еще сейчас где-то просто будет сам по себе стоять и булькать. Ну и все. Ждем завтрашнего дня. Наступило утро. Как видите, температура упала до 35. Этого ничего страшного. Ну и все. Сейчас будем доставать наши баночки. Вот такая вот красота она у нас с вами получилась. Сейчас берем данные баночки, откручиваем, просматриваем еще раз все и переворачиваем кверху донышком. Осмотрев все банки, мы берем потом вот так вот баночку переворачиваем. Все мы будем переворачивать. Тем самым, чтобы все пропиталось маслицем и тому подобное. Вот. Ну и в обед придем, продегустируем. Самый завершающий этап. Зарядил я автоклав по-новому. Вот уже у нас 113 градусов где-то. И как видите, водичка не бежит. Вчера просто она, скорее всего, переполнена была. Вот, встравляет просто воздух. И все, вот, помаленечку. Воды где-то примерно вот так вот налито. Здесь стоит сейчас у нас 5 литровых банок. А вчера воды было вот здесь вот под завязку. И она, то есть, все равно маленечко, видать, выходила. Вот 115 градусов практически подходит. Ну все, покажу уже готовый результат с дегустацией. Итак, подошли мы к заключительному этапу работы. Это дегустация. Самый замечательный этап. Вот получилось у меня сколько домашних консерв из щуки и судака. Вот, вывалил одну 0,5 баночку в тарелочку. Как видите, консервы не разварены. Хорошо мяско держит свою форму. И очень вкусные. Вот косточки ихние. Это на любителя. Кто-то может их не кушать, но я их всегда ем. Все равно, как говорится, кальций организму нужен. И они полностью сварены и хорошо едятся.
практически не чувствуется. Рыба получилась очень вкусная, консервы. Не могу даже остановиться. Данные консервы отлично подходят как к закуске на домашнем столе, так и можно с собой взять либо на охоту, либо на рыбалку. Но на рыбалку, конечно же, с рыбой не едут. В основном беру на охоту или просто на отдых на природе. Ну и все. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересного и много нового. Приятного всем аппетита. Какие возникнут вопросы, пишите, отвечу всем без исключения. Делитесь своими рецептами.